Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Я хочу сегодня поиграть на своей суперсекретной разработке. Я думаю, все ее помнят, все ее любят, все ее любят на нее смотреть и наблюдать, как я на ней играю. Поэтому смотрите, тут есть Варлок, и несмотря на то, что здесь есть Джакира, Лич и Спектра, я хочу все-таки показать, насколько эта синергия мощная, насколько эта комбинация в целом профитная и тому подобное и так далее. Вдруг кто не знает мою суперсекретную наработочку, это звери через суммоны. Я буду целенаправленно, вот несмотря ни на что, пытаться собирать именно эту синергию. Как она будет идти? Абсолютно не важно. Вот эта бесполезная палочка, конечно, она меня бесит. Ту-ту-ту-ту, как-то, ну, да, предметы оставляют желать лучшего, конечно. В идеале стартовать так, смотрите, чтобы мне приходили отлично звери со старта. Вот прям со старта они чтобы приходили. Желательно там, чтобы мне и луна в двойку со старта пришла. То есть хороший старт. Это желательно. Но а в целом, на самом деле, мне нужно как можно быстрее добраться до 8 уровня, а потом с 8 уровня уже начать ролить. Я не буду брать выше уровень. В этом нет никакого смысла, играя на вот этой суперсекретной моей разработке. Так. Фурион, отлично. Фурион нам нужен. Фурион нам нужен, мы его ставим вот так вот. В идеале, чтобы мне со старта либо арканцы упали, либо же рок войны. Рок войны, который на скорость атаки дает нашим питомцам призывным. Так, ману плюс 40 хочу. Ману плюс 40 хочу. Ясно. Ясно. Предмет вообще шикарный. Спасибо. Оценил. Оценил на 155 000%. В общем, чтобы играть через зверей и суммоны, нужно колечко, которое дает плюс 30 маны и блинкуется, и нужно обязательно это мана плюс 40. Это два обязательных предмета. Предмет с зеленого тира нужен... так, секунду... Гиду я хочу взять. Я, наверное, ее поставлю пока что вместо Фуриона. Или возьму уровень. Лучше возьму уровень. Попробую рольнуть. Неплохо. Нет, я такое одобряю. Короче, смотрите. С 3-го раунда и с 10-го раунда, ну и плюс 15-й раунд, да, там, по-моему, 3 раунда подряд, я уже, знаете, у меня из головы вылетело, по-моему, 3 раунда подряд вам приходит зеленая шмотка. Так вот, смотрите, что нужно для такого билда, и вот играть через суммонов, зверей и тому подобное. Нужно рок войны, это первое. Второе, кроме рога войны, желательно, чтобы были арканцы, желательно 2 или 3 пары, в идеале 3 пары. Ну, конечно, можно эти арканцы заменить ЦМ-кой через волшебное зеркало, но в идеале, конечно, лучше 3 пары арканцов, либо же 2 пары арканцов, а дальше уже докидывать какие-то другие предметы. И вот хочу... Сейчас, секунду. А то я, знаете, начинаю думать, что мне как лучше взять, какой билд лучше поставить. И я вот думаю, что лучше даже гоблинов сейчас поставить вместо вот синергии чистых суммонов. Мне кажется, чистый суммон это будет ошибкой. Чистый суммон, мне кажется, это будет ошибкой. Поэтому я как-то так сейчас билд свой сделаю. Если бы у меня Фурион в двойку был, либо же звери. Ну, Энча, допустим, в двойку. Там... Надо эту кнопку полноценно убрать со своего со стола. Просто. Я ее случайно кликнул, только чтобы все предметы раскидались по всему столу. Спасибо, замечательно. Игра, найс. На самом деле это я просто дурак своими руками кривыми не наклацал кнопочку. Сейчас жалуюсь на то, что игра такая нехорошая. В самом деле, вот эта вот кнопка распределения предметов, не знаю, зачем она и вообще ее ввели, зачем она нужна. Как по мне, это бредовая шмотка. Ой, бредовая кнопка, потому что она раскидывает предметы максимально криво. Если бы она раскидывала предметы еще более-менее хорошо, то было бы окей. Но она раскидывает же предметы максимально криво. Так, давай, Тинкер, ну куда ты 2 ракетки в одну цель закинул? Она лоу хпшная, зачем ты туда 2 ракетки закинул? Гриттер есть. А звери выйдут сегодня, алло? Ладно, как я сказал, я хочу упороться в зверей. Я буду идти до конца на зверях. Даже если будет все плохо идти, я хочу вам показать на зверях вот эту вот игру. Вот хочется и все, вот понимаете, целенаправленно хочу взять и сыграть на зверях через суммона. Вот что мне хочется. Так вот, в чем плюс этой синергии? Во-первых, она идет со старта прям хорошо, да. Ну, не всегда, конечно, звери идут со старта, но в целом, если играть через суммоны, она довольно-таки сильно сейчас тащит. Я уже молчу о том, что это... Как это правильно сказать? Короче. Спасибо за одного зверька. Я очень рад.
Можно, в принципе, хотя толку. Не, ну Огр пусть стоит, или взять коня. Ну, Огр пусть пока что стоит. В текущей мете, в текущем патче, когда понерфили шаманов, это одна из вариаций, как можно свободно и жестко напрягать не только нежить, но и, соответственно, другие сборочки. Почему так? Я вам сейчас объясню. Во-первых, вы играете полноценно через друидов. Вам не нужно никого там докидывать, пытаться собирать другого и тому подобное. Если вам идут друиды со старта, у вас будет тренд, который хилит, у вас будет Фурион, который суммонит, у вас будет Инча, который хилит. То есть вам нужны все друиды. А там вы еще, кстати, можете в конце, если есть легендарный друид, Хан, то вы можете еще и поставить фулл горн. То есть даже не фулл горн, вы можете 2 горна. Хотя можно и фулл горн. В самом деле я склоняюсь о том, что Фурион уже в лейте не нужен. Не нужен, даже в тройку он не нужен в лейте. Я бы его продавал в лейте и ставил бы орка-жреца. Орк-жрец, он бы суммонил гораздо сильнее фигуры, нежели вот этот Фурион. Хотя тут уже, я думаю, 50 на 50. Кстати, можно через лустрик немножко поиграть. Я думаю, что лучше так и сделать, потому что что-то мне звери вообще не идут. Даже не хотят идти. Ну, что поделать, что поделать. Значит, будем отталкиваться от того, что у меня есть, и от этого уже играть. Как я уже ранее говорил, я хочу попробовать упороться в зверей и попробовать именно их собрать. Там чел, посмотрите, уже на двух... Там 2 чела на гритера. А ты в порядке, чел? Чел с ником Вьетнам себе собрал уже 4 друида. Понял? Принял. Прикольно. Завидую ему немножечко, такой, знаете, чистой белой завистью. Завидую, но не на 100%. Где-то вот это вот есть тютелька, в которой я не очень завидую. Гритер, конечно, сильный сейчас. У него 2 двойки такие. Ну, как сказать такие? Тракса у него как керри хорош. О! Усиление. Правда, в самом деле такое себе усиление. Ну, в принципе, сейчас поставил так вот фулл зверей. Ну как фулл зверей? 2 зверя поставил, в принципе, нормально. Пока что со старта пойдет. Ух. Что-то как-то так жестко жарко, не знаю. Кстати, кто заметил, я сегодня красив, выбрит. Намного лучше выгляжу, чем вчера, да? Чего там, винстрик 5. Ой. Мета, конечно, тяжелая сейчас. Тут даже, знаете, нечего добавить. В мету, когда шаманов нерфанули жестко, очень тяжело поиграть против нежити, но, в принципе, вот эта синергия, если у меня получится ее собрать и показать вам, то на ней очень легко играть против нежити. Единственный минус это то, что вам могут предметы не приходить, и нежить слишком жесткая будет. Если же нежить будет слишком жесткая, то ваши друиды в тройку сыграют с вами злую шутку. Так как когда ваших друидов в тройку будут убивать, то из них будет 3-го уровня зомбари появляться. Соответственно, это очень много по лицу прилетает. Очень. Но в любом случае, я хочу вам целенаправленно показать, насколько это все-таки сильно играть через пул зверей и суммоны. В самом деле, когда Monkey King стал 4-очкой, а не 5-кой, то есть... так, секунду. Надо немножко поменять сейчас. Так, ты сюда. Вот, отлично. Отлично. Я надеюсь, конечно, сейчас хотя бы мобам не откисну. Так, все предметы у тебя. В принципе, нормалек. Посмотрим. Гритеры, не подведите меня, а? Я не хочу на 10-м раунде откиснуть. Мне важно сейчас не откисать ни на 10-м, ни на 15-м раунде. Слишком жесткие шмотки на кону стоят. То есть это рок войны и арканцы. Может, воинов? Хотя я видел у тебя на них лустрик был. Не, на воинах я не буду играть. На воинах я не буду играть гизера. Это слишком тяжело для моей моральной психики будет. Я до этого пытался записать раза в 5 воинов. Эх, меня ж просили, поиграй на вайпере. Вайпер в этом патче очень жесткий. Тебе понравится. Чтобы вы понимали? Я такой, ну окей, ладно, давай поиграю на вайпере. Каток 5 сыграл через ТНТ, через вайпера, как угодно. Во-первых, мне вайпер не шел. Он у меня в двойку был до 30-го раунда, хотя его никто не собирал. Он у меня был в двойку. Я молчу уже о том, что у меня тренд в единицу до 30-го раунда стоял. Я пытался через волшебников воинов играть, и я понял, что... Ну его в баню.
Когда-нибудь придет время воинов, я запишу туда и Веника, и воина. А еще я смотрю Вьетнам, ну вот... А, я еще даже... Не, ну я возьму, наверное, рок войны или барабан. Наверное... У меня есть как бы... Да, я возьму рок. Я взял рок не просто так. Арканцы, ну то есть мана-реген я еще как-то смогу компенсировать. А вот рок войны найти, это будет довольно-таки трудоемкий процесс. Да. Пацаны реально умеют играть, сразу видно. 6 нежити через жреца. Ясно. Это что ж такое? Дико извиняюсь, у меня что-то горло разболелось. Вот. Что за бред? Я садился записывать ролик, горло не болело. А сейчас я начал разговаривать с вами, комментировать, все такое, и у меня горло немножко болеть начало. Что за бред? Как это работает? С чем связано? Вообще непонятно. Ясно. Это немного смешно. Там чел уже фуловое кунг-фу собрал себе. Понял, принял. Не осуждаю. Понимаю. В самом деле, кстати, это... Чего? Ладно, фуловое кунг-фу, но ты АЭМа нашел на 13 раунде. Это уже, по-моему, слишком. Не? Я Лон-Руида найти не могу, а ты уже АЭМа нашел. У тебя, ну, все в порядке там? Кому ты душу продал, чтобы такой стол себе наролять? Ну, ладно, да. Ты издеваешься? 5 двоек на 13 раунде у чела. 5 двоек. Лон-Друид, Фурион. Сказать, что я в шоке, это, ну, это ничего не сказать. 5 двоек наролил чел. Ты адекватный? Как так? Фу. Что-то попахивает лузом. Что-то попахивает прям лузом. Но ничего, у меня пока что еще... Я, знаете, только сейчас обратил внимание, что у меня 45 хп и 50 монет. Да, у меня, в принципе, 8 уровень скоро будет. На 8 уровне я начну ролиться. Надеюсь, тогда рандом ко мне повезет. Повернется лицом, а не задом. Потому что пока что он что-то повернут ко мне задом, а не лицом. И это меня немного огорчает. Я и так много получаю сейчас по горбу. Можно, не надо? Ну, тренд хотя бы пришел. Спасибо. Ну, в действительности, да, мне немного осталось. Прям грамулечку осталось. В скором времени у меня уже будет 6 зверей. Я сейчас начну уже ролиться. Ну, наверное, я буду ролиться на 17 раунде. На 16 раунде вряд ли, но вот на 17 буду уже точно ролиться. Свой сильный стол я уже выставлю, наверное, когда у меня только 6 зверей будет. Только тогда я буду выставлять свой сильный стол. Главное сейчас и на этом раунде не откиснуть. Тут тоже можно либо арканцы получить сейчас, либо же получить по лицу. В самом деле я рассчитываю получить второе. Первое. Я сейчас рассчитываю на то, что я получу либо рок войны, либо же арканцы. Я рассчитываю, конечно, на арканцы. В самом деле, если же вам арканцы не идут, да, то вы можете взять ЦМ-ку, поставить волшебное зеркало, и у вас будет мана восполняться очень быстро, и вы сможете спокойно всех уничтожать. Ну, естественно, у вас раз за один тик у вас будет фуловая мана. Это 2 секунды всего лишь. Конечно, это не так хорошо, как... не так хорошо, конечно, как арканцы. Но все же. Чтобы вы понимали, я только что на мгновение хотел сказать, не понял. А можно шмотку как-то получше? И мне такие арканцы с рандомного сундучка. Сюда.
Такое мне нравится. Но в самом деле, если сравнивать мой стол, еще и 9 магов. Понял, принял. Будет сложно. Ох, чувствую, ребята, я в Next полечу. Ой, чувствую, в Next полечу. Чувствую, не покажу вам зверей. Если покажу, я буду сильно удивлен. Если же не покажу, ну, рандом он такой. Как видите, старт у меня максимально ужасный. Так, ребята, кто меня сейчас смотрит? Ну-ка, наколедуйте быстренько мне хорошие фигуры. Быстренько, говорю. Ясно. Кто там так плохо смотрит меня сейчас? И... О, вот это уже что-то пошло. Это уже как-то какой-то плюс есть. Какой-то прогресс есть. Так, панду я продам, она вообще бесполезная, сейчас ничего не идет. Так, прогресс есть. Кто только что за меня болел, держал кулачки. Огромное спасибо, естественно. Огромнейшее спасибо за это. Так, там чел полностью сролился. Это тот человек, который играет через 9 магов. Тут чел через МК играет и через кунг-фу. Проблема. Короче, кто только что заметил этот момент? У меня рыжий лис катился и в это время получил палку в лицо. И, естественно, его способность, которую он хотел юзнуть, она не завязалась. Почему? Ну, потому. Необъяснимо, но факт. Не захотел он юзать как бы свою способность в стане. Ну, что ж. Что поделать. Так, у меня 49 монет. 20 хп. Благо есть баночки. Так, это чел... Это гритер, окей. Благо у него один гритер, он одну... Ой, какую идеальную хрону поставил. Вот это вот мой союзник, грубо говоря, в доте. Чел, когда играет на вейде, просто хрону ставит либо в одного, либо ни в кого. В данном случае на пеньков Уриона поставил. Я его винстрик сбил. Сюда. Сюда. Боже, какой я жлоб. Какой я жлоб на эту тему. Усиление, усиление, усиление. Да ну какой рыжий лист, ну мне надо другое немного усиление, алё. Мне Трента нужно в троечку, мне вообще лондруид нужен. Уже 20 раунд, я на 8 раунде. Да так, звери через суммоны, не подведите меня. Не подведите меня, еще раз говорю. Я буду очень злой, если вы меня подведете. Смотрите, здесь игра идеальная для нежити, потому что есть спектра, есть лич. Так, но нежить уже погуляла. Я обожаю играть на зверях через суммон. Очень крутая сборка. Минусы, конечно, у нее есть, но не настолько огромные, вот как у моих противников. Моим противникам я вообще не завидую. Если что, то Скара я буду скипать, он мне не нужен. Поэтому я бы его в двойку апнул, но если у меня есть цель выйти в 50 монет, я лучше выйду... А, вон где мой тренд, понял. Вон где мои... А, вон... О, чувствую, я даже в топ-3 не зайду. Так, там Вьетнаму сбили винстрик, понимаю. Но благо ему хотя бы Гритер сбил винстрик. Если бы ему бы нежить сбила винстрик, это была бы огромная проблема. Потому что, когда нежить выйдет в 9 позиций, это будет очень туго. Очень туго для меня. Мне не нужна ранняя нежить 9 позиций. В любом случае, придут хорошие мне фигуры, хорошие предметы, я спокойно это нежить просто, ну, испепелю. Ни единого шанса я даже не оставлю. Так, мне бы... Знаете, какой мне предмет третьего тира нужен? В идеале... О, как. О, как. Не, а я пока поставлю. И цепочечку возьму, вот эти вот бусы. Бусы нужны. Так. Знаете, почему мне бусы нужны? Бусы мне нужны для того, чтобы хорошо хилить. Хилить свои суммоны. Я же играю от суммонов.
А как суммоны могут хилиться, если у них не будет ничего для отхила? То есть предметы маски какие-то вы им не закинете, а вот бусы, в принципе, как ауру можете взять. И на самом деле, если вы играете через суммоны, я бы бусы не скипал, ребят. О, понял, там уже фуловый гоблин. 9 нежити. Так, бусы я, наверное, перекину в червячка. Какая тяжелая игра. Ладно. 2 эльфа. В самом деле, играть на эльфах сейчас через волшебников это какой-то руин. Я бы не играл на вашем месте через волшебников на эльфах. Их нерфанули довольно-таки сильно. Так, скилловичок ко мне приехал. Чел, который играет сейчас на скилле. 50 монет, куча троек, куча двоек, еще и фулгоблины. Угу. Ну, я его вряд ли душану, да? Да, похоже, вряд ли его душану. Или душану. А что такое? Что там по скиллу? Что там по скиллу, Вьетнам? А? Что такое? Бывает. Так, усиление есть. О, МК, отлично. Мне как раз... Вот МК я хочу взять. Так, я, наверное, немножко из инкама выйду. А Эма я продал, потому что он мне не нужен. Типа, в целом, Эма можно оставить. Это не будет руиной, либо какой-то ошибкой оставить Эма. Нет, это по-любому не будет ошибкой. Так, предметы на ману тебе закину, потому что червяк и так чернокнижник, а кто вдруг не знает, то чернокнижник часть своих хп перевоплощает в ману. По-моему, четверть маны, точнее четверть хп, он перевоплощает в ману. Поэтому у него там 1/3 маны уже будет заполнена, поэтому 2 пары арканцов и кристалл на ману ему не нужен. Я, кстати, наверное, поставлю все-таки 2 инчи. Пусть у меня будет намного больше отхила, нежели суммонов. Хотя это может быть ошибкой. Ну, посмотрим. Так, ну вот, ко мне сейчас пришел чел через волшебников и 9 эльфов. МК. О, шикарно. Как вам палочка, а? Хорошо, МК только что накидал палку. Красава. Неплохо. Мне бы волшебника. Так, собака. Давай еще чуть. О. О, кстати, так у меня сейчас будет усиление. Совершенно скоро у меня будет охотник-зверь в тройку. В самом деле, когда вы играете через суммоны на зверях, то я рекомендую именно собирать охотника-зверя в тройку. Не целенаправленно, а просто если он идет, покупайте его все время, потому что он единственный, кто бафает урон ваших суммонов. Поэтому ни в коем случае не скипайте этого орка-зверя. В крайнем случае скипайте, в крайнем случае игнорьте его. То есть, если вы видите, что есть намного потенциальнее фигуры, то тогда да, в таком случае лучше берите и покупайте намного потенциальнее фигуры, нежели его. Но он, запомните, единственный, кто бафает ваших зверей. Единственный. Фух. Благо у него сейчас не 9 нежити. Он убил только что моего друида, который в тройку. И там бы был бы этот зомбак, троечка. Не, ну яйцо это классно, конечно. 2 хорошие новости. Шикарно. Так, МК я продам, наверное. Или продам. Или не продам. Или продам. У меня 20 хп. Да, у меня есть баночки, конечно, но у меня 20 хп. В самом деле, кого я сейчас опасаюсь? Опасаюсь сильно нежить. То есть, я опасаюсь того чела, который играет через 9 нежити. Также я опасаюсь от этого кунфуиста, потому что он своей палкой может сейчас миллион станов давать. Мои не выйдут со стана и все, и делай, что хочешь. И суши весла. Так, вот Гриттер. Почему я опасаюсь Гриттера? Ну, вот примерно из-за этого. Был бы тренд в тройку, я бы пережил эту хрону. То есть, проблем бы не было. Но так как у меня тренд не в тройку, у меня есть проблемы, как видите. Хотя пережил. Я думал, что не переживу, если честно.
Мне не хватает для своей пика силы. Это Трен в тройку. Лон-друид в тройку. Ну, Фурионту в тройку-то у меня уже есть. И Охотник-зверь у меня тоже есть в тройку. Поэтому, в принципе, все хорошо. Так. Ну, в принципе, все нормально. Все нормально я сделал. Мана до всех достает арканцы. В принципе, неплохо. Вот этот кунфуист тролль довольно-таки жесткий. Он играет через МК. Вот кунфу тролль это, ну, неприятный чел. Он своей палкой может убивать мало ли того, что все мои фигуры и держать в контроле. Так он еще и может их ваншотнуть все. Такой удел кунфу. Так, ну уже хорошо. Собаку я покупать не буду. Ладно, может придет. Так, есть зеркало, есть взгляд Азеса. В самом деле я хочу взгляд Азеса взять. Сейчас объясню почему. Когда Трент накинет свои способности, он масс во всех дебафнет на минус отхил и на минус скорость атаки. Поэтому я предпочитаю взгляд Азеса взять. Все-таки как-никак это лютый дебаф. И орка жреца буду брать. Собаку в тройку собирать, как по мне, это лютая ошибка. Знаете почему? Потому что его суммоны, они очень слабые. Во-первых, мало хп. Во-вторых, мало скорости атаки и урона с руки. Не, ну урон с руки может быть еще более-менее неплохой, но вот количество хп поражает воображение, честное слово. Потому что если у Фуриона там около 1000 пеньки, то даже у змейки около 500 там хп у этой змейки, но она хотя бы полностью... Как ты надоела эта нежить, боже ты мой! Бесишь нереально. Там Гриттер полностью сролился. Но, честное слово, я бы не играл... Лича нашел? Ага, понял. Но я все равно тебя накажу. Даже если раунд этот ты выиграешь, то я тебя в любом случае накажу. Хотя ты вряд ли выиграешь уже. Единственное, что ты можешь выиграть, это ничего. В могилу отправляйся. Минус сколько? Пока маловато. Пока маловато. Так, спектра приходит. На самом деле, спектра мне не особо нужна. Дима, нужен ли мне МК? Вообще я не особо хочу МК. Знаете, почему я так сильно негодую на нежить? Вот именно сейчас, почему у меня немножечко так злость подкралась. Во-первых, это то, что чел играет на нежити. Во-вторых, это то, что один покупает моих друидов. Зачем, непонятно, хотя сам играет на гоблинах. Зачем ты покупаешь моих друидов? Объясни мне. Необъяснимо, но факт. Окей, проехали. Покупай моих друидов, я тебе все равно приду, я тебя еще раз накажу. Это чтобы ты не расслаблялся. В-третьих, то, что чел на нежити в 9 уровне находит себе лича. Я в 9 уровне единственное, что могу найти, это как отлететь в топ-8 быстро. Ну, кстати, чел вот этот на троллях кунг-фу жесткий. Он реально, когда закерит МК себе, у меня будут огромные проблемы. Он эту палку будет бесконечно юзать. Вот то, о чем я говорил. Ну вот. Он еще и с радиком. Мало ли того, что на кунг-фу, так еще и с радиком. Да, проблема. Если он сделает себе фулл троллей плюс кунг-фу, это будет жестко. Он свою палку будет вечность кастовать. Я вообще из стана не выйду. Короче, кто для меня сейчас самый опасен здесь? Первое, это нежить. Почему она опасна? Потому что у меня друиды. У меня 2 друида в тройку, если он их успеет убить, то появится 2 зомбаря в тройку. И тогда, ну, если я не уничтожу эти 2 зомбарей в троечку, то мне очень много прилетит на лицо. Очень. Вот прям не по-детски много. Я так понимаю, там чел через кунг-фу троллей хочет сыграть, но ему что-то не идет.
И слава богу. Чем больше ему не идет, тем больше я живу. Знаете, двоякое ощущение, когда ты вроде бы хочешь конкурентную игру, а вроде бы так вот, да, ну как-то не очень хочется конкурентной игры, хочется вот как-то победочки. Боже, у меня 20 хп, стрик 8. Чувствую, я его скоро потеряю. Зачем тебе мои друиды? Ну объясни мне, пожалуйста, зачем? Так, опять нежить пришла. Живи, 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 живи! Лич успел заказать свою способность. Благо Лич у него в единицу. Он еще не столько сильно сносит мне, как мог бы. Вот то, что я говорю. А, нормально. Минус 23. Опять спектра приходит. Да мне здесь надо было играть через нежить, судя по всему. О, так, это нам надо. Это мы продаем. О, кстати. Нужно ли мне еще один взгляд из леса? Нужен ли он мне? Кто знает. Знаете, что меня сильно радует? Вот прям... Прям, ну, греет в душе. Во-первых, это мой винстрик. Во-вторых, то, что все сидят без денег, кроме одного чувака, который в 29 монет. Какой-то китайский ник там. Ну вот выглядит, конечно, прикольная синергия моя, да? Если еще на 30-м раунде мне упадет рефрешер, либо некромикон, я буду писаться от счастья. А, это гритер. Понял, принял. А, не, гритер в 0 монет. Главное не промыкать момент и использовать эти 8 баночек. Черт. Вот эта мантия короля, она мне здесь не нужна. Это бесполезный предмет для моей синергии. Максимально бесполезный. Он вообще мне не нужен здесь. Так, а это гритер. У него гритер в тройку. Ой-ой-ой-ой. Он меня вынесет. Вынесешь, да? Ну да, конечно. Баночки надо поюзать. Кстати, неплохо. За 8 банок я восстановил себе 25 хп. Очень даже неплохо. Мне так хорошо идет релиз, что я бы мог его закирить сейчас через энергию Кира. Но я этого делать не хочу. Кстати, еще денежки. Еще денежки, отлично. Так, один лондруид у меня есть. В принципе, неплохо. После этого раунда я, скорее всего, либо полностью сролюсь, чтобы попробовать найти себе лондруидов в тройку. Вот если бы чел на Вьетнаме не собирал моих друидов, я бы уже давным-давно собрал себе друидов в тройку, давным-давно бы выкатывал им на лицо по 50. Ну, либо мне по 50 выкатывали. Но я надеюсь, конечно, что я это делать буду. По поводу мантии короля, почему она мне не нужна? Вдруг кто не знает, как она работает. Я уже об этом говорил, но все же. Или не говорил? Или говорил? Не помню. Короче, мантия короля работает следующим образом. Если вы играете, допустим, через охотников, вы берете темпларку. Вспоминаем. Ну, темпларку, без разницы, какого-то либо керри, кто не охотник. Закидываете мантию короля в этого чувака, который не охотник. Давайте я после продолжу. Так, сюда. О, отлично. Боже. А теперь лондруида в троечку. И рефрешер и лондруида. Давай, сейчас рефрешер. Рефрешер. Я возьму могучее кольцо. Я объясню, почему я его взял, но чуть позже. Надо расстановку сейчас грамотную сделать. В принципе, я могу и не ролиться. Я могу еще раунд пожить. Короче, мантия короля дает активированной вашей синергии на столе тому персонажу, у которого эта синергия не работает. Допустим, вы играете через охотников, да, 6 штук, там 3, 6, 9, без разницы сколько, и отдаете, допустим, Фуриону, то Фурион у вас будет считаться как охотник, и он будет накидывать тычки дополнительные, как охотник. То есть, я думаю, понятно, как работает теперь эта мантия. На самом деле,
Я считаю эту мантию узкой. Узкой, очень-очень узкой шмоткой. Мало применения у этой шмотки. В принципе, у меня есть пару идей, как можно применить эту мантию, но на самом деле я считаю это довольно-таки бесполезным предметом. Так, почему я взял могучее кольцо? Смотрите, могучее кольцо это максимально сломанный предмет, который я рекомендую брать абсолютно каждому, кто играет, допустим, через суммонов, либо играет через каких-то танков. В чем прикол этого колечка? Во-первых, когда ваш тренд подходит, ну, я буду говорить как тренд, ну, не как тренд, а от лица тренда. Короче, вы поняли. Давайте сейчас продолжим. Боже, рандом, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Давай сейчас еще и змейку найду в тройку. Давай. Отлично. У меня и змейка в тройку, и жрец в тройку, в двойку. Прекрасно. Ну все, идите сюда, молодые. Сейчас я вам устрою такую вакханалию. Так вот, это кольцо, оно насмехается в радиусе 2 клеток на вас, то есть агрит на одного персонажа. И вот и все персонажи, которые заагрены, они не могут кастануть свою способность. Я не знаю, баг это или фича, но я думаю, что это баг все-таки, а не фича. Вот видите? МК хотел только что палку свою закастовать, но не смог из-за того, что у меня есть могучее кольцо. Плюс в гриттерах такая же самая тема. Там не кастуют люди способности, когда агрит, ну, на них агр сработал. Блин, знаете, в чем прикол? Мне все предметы сейчас нужны здесь. Так я их сейчас вынесу без... Ой-ой-ой. Да, лучше я загадывать, честно, наперед не буду. Там есть гриттер огромный. Ладно, нет гриттера огромного. Ну что, дорогой. Ты, помнится, стырил у меня там моих... Я некромикон возьму. Сейчас у меня червяк будет такое исполнять здесь. Так вот. Слушай сюда, чел на гоблинах через друидов моих. Ты там моих друидов потырил. А я вот как бы в отместку сейчас к тебе приду и расскажу, что почем. Готовься, молодой. То, что сейчас с тобой будет происходить, ни в одной книге не напишут. Мне не хватило чуть-чуть. Я хочу еще этого жреца поставить. Обожаю эту синергию. Обожаю. Кстати, да, я с Ферзя слетел, потому что я много чего тестил, много пытался на каких-то разнообразных сборках играть. И я пытался все-таки сыграть на шаманах, но у меня это не вышло сделать. Шаманы сейчас это максимально какая-то useless синергия, которую, ну, очень тяжело реализовать. А даже если вы ее реализуете, есть такая синергия, короче, вы знаете про нее. Я уже 10 тысяч раз говорил, я даже повторяться не хочу. В общем, ребят, ролик вышел валидольный. Я не знаю, почему я не смог. Ну, короче, у меня горло начало першить, немножко чесаться и побаливать. Поэтому я не мог нормальные эмоции вам пересказать. Но я думаю, хотя бы ролик получился довольно-таки прикольный, интересный. Поэтому от вас я жду фидбэк. Что скажете по поводу этого ролика, насколько хорошо я его сейчас прокомментировал. И в целом, что думаете? Что думаете по поводу этой катки? И, да, ну, в принципе, все тут не больше, как бы и нечего добавить. Но челу на гоблине я отомстил сполна. Он собирал моих друидов. А я взял и душанул его. Что я думаю по поводу сборки зверей через суммоны? Очень хорошая сборка, многого не надо. Рекомендую собирать всем против текущей меты. Потому что нежить вы будете душить, что не в себя. Потому что звери через суммоны очень легко ее контрят. Самый мой главный совет это, если вдруг вам не идут арканцы, либо что-то еще, вы берете волшебное зеркало, ставите ЦМ-ку, закидываете в нее волшебное зеркало, и раз в 2 секунды у вас будет восполняться почти полная мана. Там что-то около 70 плюс-минус будет восполняться. Как-то так. Ну, в принципе, мне здесь больше нечего добавить. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий в поддержку моего канала, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем удачи!